Друзья, всем привет! Сегодня вы увидите финальный выпуск в истории с Ларисой Юрьевной. Наша история с ней тянется уже на протяжении, наверное, 1,5 лет. Не буду все рассказывать, оставлю в описании ссылку на плейлист с участием Ларисы Юрьевны, где вот вы все узнаете более подробно. Прямо сейчас мы идем заниматься, мы хотим сделать ей, можно сказать, такой уголок, в котором Лариса Юрьевна сможет нормально сходить в туалет, да, как бы это ни звучало. Принимать душ, так как ни бани, ни каких-то там условий у нее нет никаких. У нее в дом выведена только одна труба холодной воды, и в то же время поставили ей стиральную машинку. До этого Лариса Юрьевна ходила на водоколонку, набирала воды, когда еще мама была жива, и они носили, вот, пользовались, как вот в общем в деревне. Собственно, сегодня мы все заканчиваем. Мы хотим, чтобы в будущем Лариса Юрьевна жила вот в комфортных условиях, и если ее состояние когда-то будет ухудшаться, да, там с годами, она могла спокойно вот воспользоваться теми удобствами, которые сейчас у нее будут. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши с Ваней инстаграмы, и приятного вам просмотра. Друзья, ну что, сегодня у нас начало нового дня, новых свершений, как это говорится. Сегодня много-много всего намечаем сделать, успеть. Сейчас пойдем вот с сантехниками, они будут все смотреть, будем обсуждать. Вроде бы краска высохла. Добрый день. Добрый день. Как сегодня спалось, Лариса Юрьевна? Да что-то не очень. Давайте потихоньку расхаживайтесь. Да я даже не в расхаживании, а что-то сама по себе. А что нужно сделать, чтобы лучше было? Я не знаю. Может, на погоду просто. Ну да, кстати, Может на погоду, да, но что-то голова кружится, тошнит, что-то не знаю. Сейчас легче будет. Сейчас вот мы начнем, начнутся преображения, и будет гораздо-гораздо лучше. Собственно, вот здесь у нас выходит холодная вода, все уходит туда, и у нее слив, вот там вот есть выгребная яма. Коммуникация, насколько я помню. Это вот это слив? Ну да, видите, он еще как перегиб какой у него. Как он сливается, непонятно вообще. Просто шланг в землю идет этот и все. Просто как он туда уходит, как он туда запихнул, я вот этого так и не понял. Как просто все осыпалось, все очищать тут нужно. Здесь осыпалось все, песок. То есть тут надо мини-шахту рыть. А вот эта палка, которая вот перед рукой, это думаете, она вот отсюда сверху упала? Да. Она когда-то держала песок вот так же. Все это. И вот если будете вы это все копать, оно тоже все осыпется. Как шахтер. Это очень опасно. Вот загляни вот сюда, вот посмотри. Все на песке, реально на песке, подкладки вот такие вот. Если рыть, под ним будет пустота, и верхушка падает и падает пол. Можно, конечно, попробовать минимальную шахту какую-то, минимальную прямо вот так выгребать. Может быть, доберемся и до трубы. Она же куда-то входит. Куда-то входит. Я тоже удивился, как она типа вышла и почему доступа нету. А я-то давно туда уже не лажу в подпол. Я туда не залезу, не вылезу теперь. Туда и картошку туда спускали и доставали. И в прятки от мамы играли. В прятки не играли. Еще на улицу не выходили, не спускались, не смотрели? Спускалась уже, да. Классно смотрится. Классно, спасибо. Ну вот эта труба идет. Это получается септик сделан из резиновых, колес. Раньше делали так? Да. То есть смотрите, вон просто идут резиновые. Сколько их тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6 колес. Это делали, когда нету денег. Труба-то сотка. Сотка выходит. Так если сотка, это можно и унитаз, получается, поставить? Да. То есть это у нас прям хорошая надежда появляется. Можно унитаз, вот эта небольшая перегородочка из пластика. Здесь же, допустим, душевая. Ну а от раковины здесь вот просто напрямую слив сделать. А, это вы уже выкопали, что ли? Метр, да. Там ее видно, да? На эту трубу одели ведро старое. Это для обвала, чтобы не обвалилось. Типа того, что закрыли, чтобы от песка. Самое главное, Ну, а здесь трубу вот. сливную нашли. Ну, этот шкаф здесь. Просто шкаф, ну да, это мы его сюда ставили. Получается, надо разбирать, вытаскивать и на эти места ставить. Холодильник мы переставляем в эту комнату. Туда вот можно в угол. Ну да, придется рокировку какую-то выполнить. Душевая, она же у нас как идет? У нас, получается, мы ее поставим, и у нас уже одна стена есть от туалета. Да. И к ней А эту к ней сделать. просто прямую эту шторочку. Приехали в чистом, уже заморались. Мы всегда. Всегда тогда. Сейчас посчитаем Поэтому, там да. сколько труб, метров, Ну, здесь соединение, сразу все понятно, остальное. что Сейчас запишем и поедем уже в магазин, будем есть закупаться. какой-то- Я прям доволен, прям хорошие ребята, тоже и любят свою работу, и там узнал нас человек, видел нас когда-то. Хорошая собралась у нас компания.
работам. Время на самом деле уже 3:30. Мы то есть в магазине со всеми поездками около у нас 3 часов все это заняло. Будем все стараться по максимуму делать. Нам нужно сделать много перестановок, оптимизировать много мест. У вас первый опыт такой? Да. Видите, из-за того, что мы с одного места на другое перекладываем, сейчас, конечно, куча гор, как бы непонятных мешков. Мы когда это закончим, уже все на место поставим. Потом тоже, чтобы только не писали, что вот там Лариса Юрьевна, там, не знаю, там, ну, то есть бардак навела. То есть у Ларисы Юрьевны было в порядке, то есть, ну, мест, скоплений, чего-либо, то здесь такого нет. То есть, насколько она может, она следит. В принципе, у нее чистенько, и на столе все было, и в комнате. Лариса Юрьевна сейчас помогает нам, отмывает кухонные шкафчики. Все уже освободили, и сейчас будем его ставить сюда. Первый этап работы у нас сделан, подготовлена полностью сейчас вся площадка. Так как время уже 7 час, ну, за один день это невозможно все успеть. Ребята уже уехали домой отдыхать, мы здесь встречаемся послезавтра. Холодильник поставили, места хватает, потом стол этот сюда же поставим. Ну и здесь все здорово, все поместилось, вся посуда Ларисы Юрьевны. Здесь вот всякие там тарелочки, кружечки, крупы, тоже там всякая мелочь. Даже еще полки, 2 полки свободные остались. Вы, наверное, сегодня тоже устали там и Вообще. в шкаф все складывали в эти 2 шкафа и Да, это все же не трудно. шкафчики помыли. Это не трудно. Когда здоровье есть, то это ничего не трудно. А я как будто вместе с вами все делала и грузила, таскала. Да. Вы еще не звонили? Вот, Ольга Борисовна мне сегодня позвонила, заведующая. По госпитализации, да? Да, вроде как там Мгм. что-то они решают по госпитализации вот в железнодорожную больницу. А вот то, что вас берут, то есть вас там что, прокапывают? Ну там капельницы ставят, уколы, массаж, обследуют полностью. М-м. В больнице это хорошо все делают. В принципе, это все, наверное, на сегодня. До встречи. Спасибо. До среды. Скоро увидимся. Мы поехали отдыхать, как это любят говорить блогеры. Для нас пройдет 2 дня, а для вас буквально 1 секунда. Как думаете, во сколько мы сегодня закончим? Трудно сказать, но. А вы к Ларисе Юрьевне уже заходили? Да, заходили. Да, мы пока коробки, туалет там перенесли. Все. Ага. Лариса Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Получше становится хоть? Когда как? То получше, то не очень. Но в понедельник меня кладут в больницу. Круто. Да. Слушайте, вообще Так что все здорово. нормально будет. Ну вы рады-то? Да, конечно, хоть пролечусь маленько. А вы это в шкафчике уже что-то погрузили? Ну, понемножку складываю там. Мы решили раковину именно новую не покупать, потому что Лариса Юрьевна только что вот рассказывала, чтобы много не капало ну, вот, за свет, за электроэнергию, которой она будет пользоваться. И, соответственно, то здесь вот у нее просто, если ей надо нагреть, она кнопочку нажала, да, у нее включилась, нагрелась, и все, она пользуется. Зимой она на печке нагрела ведро, вылила сюда, и у нее тепленькая водичка. Бревна и шпалы, и что тут нет. А, ничего себе. Здесь подсобный материал. А вот смотрите, стены из чего вот 100 лет назад делали? Бревно, дранка, Круглое? Кругляк? Да. А ну кругляк он хорошо стоит же. Да, и штукатурена глиной. Ну, она с соломой мешается. Солома служила арматурой. Ничего себе. Я прям даже не знал. Плюс раньше технологии строительства, которые были. Это что-то такое? Вау, какой большой. А его детеныш. А вот это какой-то прям большой, как будто черная вдова какая-то. Или бензопилой, здесь такой кумар стоит, я не знаю, видно ли это на камере или нет. Дышать прям вообще нечем, ребята каждые там 10-15 минут уходят, но мы придумали, Лариса Юрьевна рассказала, что, в общем, сняли вот это окошко, и вот здесь вот можно открыть вот эту вот штуку, чтобы как раз все выходило. Вот так вот она открывается. Я не знаю, вот видно или нет.
сразу весь дым начал выходить, потому что тут прям можно иначе начать видеть каких-то невиданных зверей, я думаю, от такого кумара. Сейчас хоть такой небольшой сквозняк появился. Сейчас нужно прибивать обратно доски к полу. Вспомнили, что у нас есть гвозди, которые мы так и не отдали Петру Петровичу. Мы их еще покупали в то время, когда Петр Петрович строил баню, делал баню. То есть мы ему забыли отдать, и все, они у нас так провалялись в багажнике. А сейчас они ему уже практически не требуются. Одну пачечку мы сейчас возьмем, даже, сколько тут понадобится, штук 30. Но Петр Петрович не обидится. Их мы довезем ему в деревню. Мы как раз таки собираемся ехать уже на следующей неделе к нему. И мы вам покажем, как сейчас выглядит баня, что там происходит. Кто не видел историю с Петром Петровичем, оставим тоже в описании. Баня почти готова, и мы вам тоже проведем экскурсию по ней. Точнее, Петр Петрович проведет. Сейчас, чтобы помочь ребятам, чтобы нам здесь не до 12 ночи находиться, чтобы побыстрее, сейчас соберем сифон, соберем унитаз, поставим, то есть даже не унитаз, а больше, наверное, бачок, соберем. Но все это нужно время, мы сейчас все сделаем гораздо быстрее. Много, думаю, зрителей не знают, у нас есть свой мерч Карма, называется, и у нас есть магазин Карма Шоп, где у нас есть много разных принтов, которые печатаются на разного рода продукции. Начиная от кружек, значков, ковриков для мышки, заканчивая футболками, кофтами, разными костюмами. И мы вам будем очень благодарны, если вы что-то купите для себя, для своих близких. Там есть разные коллекции. Может быть, на какой-то праздник заказать себе, либо своим родным. Мы вам будем очень благодарны. Поэтому сифон мы собрали и идем сейчас устанавливать его на раковину. Есть. О, даже жители какие-то там есть. Вон они летают. После Бабы Гали мы готовы абсолютно ко всему. Одна из героинь наших выпусков. Тоже очень долгая история. Мы с ней тоже знакомы на протяжении 1,5, наверное, лет, даже, наверное, 2. Мы там занимались тем, что травили тараканов, клопов. Была полная жесть. Такого, конечно, я никогда в жизни не видел. Ни в жизни, ни на ютубе. Полная жесть. Оставим ссылку в описании. После этого нам вообще ничего не страшно. Давно уже у нас нет ни рвотных рефлексов, жути, еще что-то. В общем, мы уже ко всему нормально относимся. Большое дело сделано. Так, теперь идем унитазом заниматься. Вывели трубу на улицу, чтобы Лариса Юрьевна могла там спокойно поливать огород, наливать воду, и какие-то манипуляции на улице делать. Вовсю идет уже подготовка канализации, все трубы проводят, то есть как это все выглядит. Потихоньку все делается. То есть сейчас уже это все заканчивается, и уже будет ставиться унитаз, душ и все остальное. Часа 2 идет дождь, прям сильный дождь прошел. Я так хожу, поглядываю. Слава богу, что у Ларисы Юрьевны крыша не течет, то есть в принципе везде все сухо. Как думаете, за сколько вы ее соберете? Мы ее за час соберем. За час? У нас был опыт тоже, мы собирали душевую кабину. Была Мария Дмитриевна, тоже, друзья, оставим в описании ссылку с их участием на плейлист. Там, получается, бабушка, она тоже примерно такой же дом 100-летний, только он многоквартирный. Там тоже холодно, задувало, бабушка спала в коробке из-под холодильника, просто представьте. Из-за того, что там, с полов дуло, полы прогнили, у них там, они неправильно вывели канализацию, просто все сгнило. В итоге меняли полы, тоже поставили душевую кабину, поставили унитаз, и примерно похожая история, тоже было непросто. Мы душевую кабину собирали часа 4, наверное. Был наш первый опыт, мы с Ваней собирали, прям мучились, но собрали.
Сейчас Евгений еще отрегулирует. И все, и унитазом можно будет пользоваться. Он уже набралось. Нигде ничего не бежит. Соединения здесь сухие. Здесь на подаче сухо. Слив пока еще не пробовали. Сейчас посмотрим. Друзья, напишите в комментариях, как вам вид вот такой от первого лица. Интересно вам или вот как я обычно с GoPro-шкой хожу. Ох, какой напор. Четко. Душевая тоже собрана. Все поставлено. Вот, осталось только дверцы еще будет поставить. Здесь тоже все готово. Одно, наверное, из самых интересных. Я хочу спуститься в подпол, посмотреть, как там все устроено, как ребята сделали. Посмотреть эту дырку, которая на метр уходит, которую откапывали, еле как там нашли. Вот какие-то вот вещи старые, наверное, еще давным-давно. Здесь просто оббили, да, возможно, что здесь картошку хранить, банки раньше. Вот это вот все обрушилось. И вот ребята здесь копали, искали. Еле как нашли, вот она. Уходит туда труба. Над трубой ведро, чтобы, получается, ее, ну вот саму трубу потом не засыпало. Ребята сначала нашли ведро, а потом уже нашли трубу. Тут тройник идет на слив. Стиральная машинка вот эта черная, а тут дальше пошла она. Вон туда вот видно, это уже на слив от рукомойника. А вот эта большая вместе с холодной водой пошла уже вот туда вот на унитаз, на душ. Любим мы, конечно, такие вещи, влазить в то, что, возможно, многие бы не стали бы делать. Много людей всегда отказывает в такие вот сложные, потому что все равно надо копаться, надо где-то себя перебарывать. Кому-то может быть неприятно вот так вот в земле лазить, копаться, что-то делать. Все вот такие вещи, которые мы себе планируем, это, конечно, специфично, но оно того стоит, и вы сами видите, какой результат здесь получается. Как-то раз пошла там картошку перебирать, взяла с собой магнитофон, туда поставила и сижу там, слушаю музыку, значит, картошку перебираю, попадаю рукой на дохлую мышку. Как я вылетела из этого подполья. А сколько вам было тогда? Ну, что-то я, по-моему, в школе еще училась. Говорю, я туда больше не полезу, музыка поет, а я сижу над этим подпольем. Ой, господи. Все будет Хорошо. да. Это точно самый главный принцип, по которому надо жить. И у вас дальнейшие планы, то есть что вы себе планируете, что вы себе какие-то, может, цели поставили на будущее? Во-первых, пролечиться нужно как следует. На ближайшие там полгода, год. А я сейчас ничего, Игорь, не планирую, честно говоря. Как что запланируешь, оно как-то особо не стало получаться. Я на самом деле не знаю, что будет на следующий даже день, не то, что там через полгода. Я, честно говоря, просто руки опустила и сникла после того, как у нас не получилось дом оформить. Я так надеялась. Я прям, ну вы помните, я вам даже писала, я прям уверена была, что все получится. Из такого, из необходимого вот для вашего, ну вот какого-то дополнительного комфорта, что еще вот вы себе когда-то планировали? Я планировала сделать слив от умывальника, он у меня теперь есть. Да. Я очень мечтала, чтобы у меня был душ. Он у меня теперь есть. А о туалете я даже не мечтала, но он у меня теперь есть. У меня раньше вот этот дом мой, он был у меня самым любимым местом во всем мире. Я, представляете, я 10 лет работала на железной дороге, у меня был бесплатный билет. Я никуда в отпуск не ездила. У меня любимое место было вот на крылечке с книжкой. Или с мамой. Честно говоря, я понимаю бабушку Галю, у которой была семья, ее не стало. И у нее смысла жизни не стало. Нет, я ищу смысл жизни все равно. У меня очень хорошие друзья, я с ними общаюсь. Но все равно нужен кто-то близкий человек. Чем больше времени проходит, ну, чем старше становишься, видимо, тем больше это нужно. Вот этот вот факт, что мы дом не смогли оформить, вот он меня опять в депрессняк загнал. Я знаю, что я выйду, что все нормально, нормализуется, но пока вот... Вы же не знали, что мы приедем и будем заниматься тем, чем сейчас Не занимаемся? знала, конечно. Новый уровень комфорта сейчас будет. Да. И мы вот как раз таки такими действиями и хотим, чтобы вы воспряли духом от себя. Вот вы, может быть, себе найдете какое-то дело, что вы умеете делать, и, допустим, что было бы полезно, может быть, нашим зрителям. Я умею писать стихи, но рукодельничать я не умею. Вот, хорошо, смотрите, вы умеете писать стихи. Знаете, стихи же пишут поздравления с днем рождения. Бывают стихи посвящают лично кому-то, своей второй половинке.
папе, маме. И люди могут вам, допустим, написать: у меня зовут папу так-то, так-то, папа работает тем-то, тем-то, у него юбилей, там 60 лет, я хочу посвятить ему стих. Ну, можно попробовать. И какие-то акценты, да, вам дадут об этом человеке, и вы на основе этого напишите стих. Либо, например, у парня есть там вторая половинка, он хочет посвятить стих ей. Давайте так попробуем. Ну, можно попробовать. Тогда, друзья, я оставлю ссылку на инстаграм Ларисы Юрьевны. Кстати, я еще давно обещал показать ее инстаграм. Она там как-то выкладывала свои стихи, начинала вести. Вот, а потом просто она какие-то позитивные стишки сейчас выкладывает. Тогда я оставлю ссылку. Кому интересно, подпишитесь. Я думаю, Лариса Юрьевна вам должна дать обещание, что будет выкладывать что-то почаще, что-то интересное. Постараюсь. Постарайтесь. Ну, я приведу себя в нормальное состояние, постараюсь. Да, и второй момент, кто хочет вот как идею, которую мы озвучили, допустим, в будущем покупать, ну, заказывать стихи, можно так назвать, обращайтесь, пишите лично в директ, ну и просто общайтесь с Ларисой Юрьевной. Общение бывает самый лучший врач. Вот я так считаю. Друзья, все ссылки на социальные сети Ларисы Юрьевны будут в описании. Сильно вот переживаю за наших героев, кто есть на канале. И вот как бы комфорт, да, все хорошо, но мне хочется, чтобы вы себя и внутренне чувствовали хорошо, чтобы у вас, ну, как-то было пооптимистичнее и так далее. Тоже вам мотивация, допустим, на будущее. Пишите стихи на абсолютно разные темы. Я уверен, кто-то из подписчиков найдется, кто их все объединит, красиво оформит, издаст книгу, а мы потом в будущем, когда это будет готово, вашу сборник стихов прорекламируем, и кто-то себе приобретет, а вам будет дополнительно какая-то копеечка. Я считаю, что у вас там есть определенные долги, гасить их будет неправильно, потому что чтобы, вам все равно нужно шевелиться, до вас должен быть, гореть одно место, можно так сказать. Вы придумываете способы, как можно вам заработать какую-то копеечку вашими навыками, знаниями, еще чем-либо, а мы вам в этом поможем. Договорились? Я стараюсь. Я знаю, я всегда стараюсь как-то сама выбираться из всего. Зима наступит, посмотрим, как вот это все будет сейчас работать, да? То есть мы с вами не прощаемся, хоть это как бы и завершение всей вот этой нашей истории, которая длилась 1,5 года. Если какая-то нужна будет острая нужда, обращайтесь, я всегда на связи. Вы всегда у нас на прямых эфирах тоже присутствуете. Да. Ближе к Новому году, к заморозкам, мы точно 100% вас навестим. То есть если будет что-то срочное, приедем, конечно, и раньше. Угу. Вот. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Вся информация, я думаю, там и Инстаграм, и номер телефона обязательно оставим. То есть все, кто нас смотрит из Новосибирской области, подписчики, обращайтесь. То, что я увидел, я был приятно удивлен. Чтобы вы понимали, вот у нас там на материалы на все ушло около там порядка 40 тысяч. 2 дня потратили, представьте, полных 2 дня. И, конечно, то есть какие-то деньги, потому что у них есть семьи, то есть нужно кормить, мы обязательно какую-то сумму на это тоже выделим. А так бы нам бы это бы все вышло, я так понимаю, если вот 40 на материал, то 1000 бы, наверное, 80. Обычно 50 на 50. Да, 50 на 50. Вот, я говорю, 1080, все это бы стоило. Вот большая благодарность ребятам. Лариса там ребята сальцем угостила, чай сделала. Да, подкармливает. Да. Думали, что мы наконец-то закончим пораньше. А сейчас, чтобы вы понимали, время 11. То есть у нас всегда плюс-минус так. Лариса Юрьевна, ну давайте. Лариса Юрьевна потихонечку выходила, смотрела. Да, подглядывали. Здесь, это самый обыкновенный душ. Здесь вот эти магниты, на магнитах все держится. О, потрогайте, Лариса Юрьевна. Только аккуратно. Представляете, какая вода у вас теперь здесь? Смотрите, аж пар идет. Давно вы такое видели, Лариса Юрьевна? Давно, я такого никогда у себя не видела. Когда у меня на печке вода кипит. Смотрите, уже все, пошел пар, вам здесь баню можно устраивать. Так, Лариса, проходите. В общем, здесь, как обычно, пользуйтесь, там, туда-сюда. Здесь тоже, как обычно, пользуйтесь туда-сюда. Да, то есть, как в обычной любой квартире, в каком-то месте, вот, все выедено, сделано. Единственный момент, что надо будет следить, в соцработника просить за сливной ямой, насколько она заполняется. Может быть, там раз в год, в полгода ее откачивать. Бойлер автоматом просто греет. Здесь, если что, есть переключение, в смысле отключение. Все сделано, под полом проведено. У вас вот эта труба, это идет на улицу. И здесь вот чудо техники. Вот это моя была мечта, самая первая. Мучились, как только я купила этот умывальник, я всегда мечтала, что у меня был слив. Потом тоже попользуйтесь, отпишитесь, как там нормально, течет, не течет, что-то такие какие-то моменты, нам обязательно отпишитесь. Вот парни тоже. Да, большое спасибо вам, мальчики. Прям все, пользуйтесь, огромная благодарность радуйтесь, вам. очень были рады вам помочь.
Очень рады были вам помочь, так что в любой момент на связи. Вот, ну это уже мелочь, это все подкрасится. На второй раз крыльцо мы тоже пока что не прокрасили, потому что сегодня шел дождь. Это оставим на будущее задело. Возможно, вот эти мелкие доработки, то есть мы уже выложим в мой инстаграм, подписывайтесь, выйдет какой-то небольшой ролик, потому что из этого точно целый выпуск у нас для ютуба не получится. И будет это только там, я думаю. Наверное, вот так вот мы сделаем. Лариса Юрьевна, я думал, сейчас, если с Ваниного ракурса посмотреть, кажется, как будто мы не у вас находимся. Как это отсюда выглядит, что как будто мы где-то в другом месте. Обняла бы и держала бы вас у себя. О, Лариса Юрьевна, все будет хорошо. Вы, главное, не расстраивайтесь. Просто надо пережить этот момент, с ним справиться. У меня же это не первый раз в жизни. У меня и покруче бывали виражи. И сейчас И справитесь. сейчас выберусь, конечно. Всем спасибо, кто поддерживает. Просто огромное спасибо всем, кто поддерживает. Поэт, любимая Ирина Самарина «Лабиринт». У нее есть такое хорошее стихотворение. Ну, четверостишье. Оно длинное стихотворение, но мне очень нравится из этого стихотворения одно четверостишье. А стоит ли кого-то осуждать за их ошибки в жизни и падения? Мы все умеем падать, к сожалению. Не все умеем руку подавать. Лариса Юрьевна, вот с пистолетом. Все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо. Договорились? Вот надо по-современному, как молодежь, вот так кулачком. Вот. Парни, вам еще раз огромное спасибо. Без вас бы мы бы точно бы не справились. Я думаю, очень много бы людей, кому бы еще бы предлагали, бы отказались от такой работы. Вы не побоялись заморать руки. Можете посмотреть, как вообще ребята выглядят. Конечно, попотеть здесь пришлось знатно. И это очередной раз доказывает, что вы не боитесь каких-то трудной работы. И вам за это огромное-огромное спасибо. Вот. Ну и вам спасибо огромное за то, что вот чем вы занимаетесь на самом деле. Это не каждому дано на самом деле. Это как бы очень приятно. Это вообще вдохновение люди приносят людям. В нашем случае, я помогаю, не один. Спонсор у нас на канале. Я думаю, не все зрители понимают, кто такие спонсоры. Вот слово спонсор, это кажется, как будто там какие-то богатые люди, организации, которые помогают. Нет, спонсоры — это люди, кто спонсирует наш канал. У нас есть функция вот это спонсорство. Там люди, кто может, кто 100 рублей оформил месячную подписку, 250 рублей. И вот у нас небольшое количество этих людей, кто там также донат отправляет. Но мы всем им благодарны, всем большое спасибо, кто есть, кто поддерживает, кто пишет комментарии, ставит лайки, нам как-то помогает. Без вас бы этого бы всего не было. И вот если вы вспомните, что было в начале, там 1,5 года назад, когда мы с Ларисой Юрьевной познакомились, какую мы посильную помощь могли оказывать, и что сейчас мы можем делать. Это абсолютно разное время. Поэтому все ссылки, все, кто нам помогал, будут в описании. Ребята, Ларисы Юрьевны. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Ванин инстаграм, на мой инстаграм, теперь на Ларисы Юрьевны инстаграм. И увидимся с вами через неделю. Пока. На душевные раны не наложишь повязку, и лекарства от них даже не существуют. Лечат их добротою, заботой и лаской. Осторожно и бережно душу врачуют. Так легко их наносят порой мимоходом. Бьют наотмашь по сердцу словами жестоко. И потом их раны мучают долгие годы, а когда их не лечат, то и вовсе без срока. Раны эти болят и мучительно ноют, и тогда лишь они заживать начинают, когда кто-нибудь душу согреет любовью, когда кто-то сердечко любя обнимает. И поэтому вас, дорогие мне люди, я прошу, чтобы в жизни у нас не стряслось, мы друг к другу терпимы и бережны будем, чтобы душевные раны лечить не пришлось.